Дорогие мои друзья, у нас с вами сегодня Зомби Чес. Сразу лайк этому замечательнейшему человеку. Зомби Чес, оставь, пожалуйста, комментарий, я по тебе соскучился. Очень сильно соскучился. Да, оставишь комментарий под видео, буду тебе очень благодарен. Просто не знаю почему, просто потому что. Я тебе вот оставлю сердечко, потому что комментарии продвигают канал. Кстати, вам тоже рекомендую, ссылочку на Зомби Чеса оставил внизу в описании. Заходите, на нас подписывайтесь. Я подписан, колокол, видишь, вот так вот звонит. Ты тоже сделай, чтобы уведомления все были. Да, и на моем, и на Зомби Чезе канале. Все, а мы поехали. Итак, видео, 10 видео, которые напугают 99% людей. Вообще не страшное, 100% будет что-то. Поехали. Пена. Сейчас вы увидите абсолютно новую подборку жутких видео, которые ведут вас в дикий ужас. Казалось бы, при чем здесь Питер? Соли мне! 2, нет, 3 килограмма! Кусковой мне прям, чтоб я лизал как лось. Осуждаю. Осуждаю, Питер мой любимый город. Осуждаю. Осуждаю. Это хейтеры, да. Кто не смотрел с шавухой, вот здесь вот, где-нибудь вот там вот, короче, ссылочку оставлю, посмотрите, мне очень понравилось. Кстати, вышло с первого дубля совершенно спонтанно. Это где-то под лям Сковелей. Увидите не только призраков устрашающих существ, но и жуткие человеческие страдания, от которых вы не сможете отойти очень долго. Все это произошло на самом деле. Но, как минимум, эти видео на фейк совершенно не похожи. Видео и прикрепленное к ним описание напугает вас на 99%. Смотрите видео от начала до конца, не пожалеете. Так, все. Зомби Чес сказал, давайте смотреть, страшно или не страшно. Все, сейчас я буду смотреть. Вообще не страшно пока что. Поехали. Вы на канале Зомби Чеза. Начнем. Поехали. Пытаясь найти самые жутчайшие кадры, которые вас испугают, я наткнулся на кое-что действительно странное. Известный блогер. Ты слышал самую главную новость? Слышали, что Илон Маск написал в этих... Твиттер чи не Твиттер? Как он этот? Ты слышал, что он сказал? Сука, я говорил, что они существуют. Я говорил. Слышали, что он сказал? Я вот читать не буду. Слышали про инопланетян, что он сказал? Не слышал? А я тебе скажу. Как он написал? Что, короче, в ближайшее время, Илон Маск сам написал с официальной этой своей, что мы с ними увидимся, и человечество, типа, узнает все тайны. А я тебе, Сережа, говорил, что они существуют. Я тебе говорил? Говорил. Простите, вечно путаю газ с тормозом. Надеюсь, мы сможем разобраться на месте. Врет, ага, врет. Ты в курсе, что НАСА, как оно, НАСА, чи не НАСА, блядь, рассекретили? Вот давеча на днях. Рассекретили, что они официально признали, эти USA, Америка, вот это, признали то, что есть пожилой контакт с инопланетянами. Представляешь? Чё, правда, посмотри в интернетах, ты что, сидишь только смотришь эротические картинки? Я тебе серьезно, и сразу же под эти новости, только НАСА сказала, сразу Илон Маск говорит, скоро все узнают. Я даже не удивлюсь, если среди нас, скорее всего, даже в моем коллективе есть инопланетянин. Да, я даже знаю, кто это. Артем Лопарт. Да, 100% очень похож. Очень похож. Вот с такими же глазами, вот с такими. Да, так что шутки шутками, как говорится, смех смехом, да, она кверху мехом. Шапка, в смысле, да. Вот, поэтому вот, знаете, вот, я думал, блядь, чего нам не хватает еще в этом году? Вот чего нам не хватает? Чего, Сережа? Это было, это есть,
Ну, ёб твою мать, осталось только под Новый год, чтобы на всех этих наших голубых, блядь, экранах вместе на этом блядском этом голубом огоньке вот это вот «Прощай со всех вокзалов, ага-га-га-ай, ла-ла-ла-лай», блядь, чтоб они выступили и все, все, до свидания, сразу ухожу куда-нибудь в лес жить. К ебени матери этот интернет ваш, к ебени матери все, уйду в лес, да, и стримить не буду, ладно? Иногда буду выходить на пожилую связь, потому что уже не смешно. Не смешно, хватит! Опять там какой-то вирус, блядь, в курице в какой-то нашли. Опять в наших этих, у этих соседей. Трехпалых тёс Шлеймана, блядь. Хватит жрать все подряд! Не трогай курицу, хватит жрать летучих мышей! Устали дома все сидеть. Фу, блядь. Исследователи заброшенных мест Чё ты смеешься? вдали от цивилизации. Ну надоело! Дайте год хоть спокойно выдохнуть. Где-то в глубинке пустыни. 4 напарников находят посреди пустыни разваленное строение из кирпича, после чего они заходят за стену и видят кое-что очень Не, ну чисто пустыня, кстати. Я в пустыне всегда так хожу. странное и тревожное. Просто идешь по пустыне, а там кирпичная стена. И Коля Соболев. Ой, осуждаю. इम्तियाज भाई Вот ты прикинь, вот лежит чувак, спит. У него и так жизнь видно, что его потрепало. Подходят вот с этими камерами, начинают. Так, а что вы думаете? Вот Москва, блядь, похорошела? Похорошела, ёб твою мать, похорошела. Дай поспать только. Вот он. Пена, не надо. Ты чего, родной? Ты тут БДСМ-вечеринка, чеша? बैठो 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 मिलने आए हैं कुछ नहीं कहते आपको Дрыщавый мужчина со Дрыщавый мужчина. Так, не дрыщавый, а просто подтянутый. Не на массе, да, как мы с тобой. Щекастенький сидит, пельмени жрет опять. связанными руками и Приятного аппетита, кстати. привязанный к стене. Он напуган. Вероятно, у него нарушена психика. Блогеры снимают все на камеру и пытаются успокоить мужчину, говоря, что они ему помогут и освободят. Пытаются выяснить у бедолаги, кто его здесь заприковал как дикое животное, так далеко от цивилизации. Ребят, вы бы хоть узел, я не знаю, затянули посильнее, чтобы хоть поправдоподобнее было. Ну что это такое? Ну эй, милейший, ёпта, светлейший, эй, бедолага. Ой, бой. Один из блогеров не смог у него ничего выяснить и принялся развязывать руки, на что неадекватный мужчина не давал ему это делать. Видимо, его кто-то сильно запугал. Что за исполняло? Пена, не надо! Санитаров срочно! 2 кубика галоперидола. इसके अंदर हाजिरी हो गई है यार Чё, родной? Ля! Почему я так на заброшке не делаю, я не понимаю. Нам просто необходимо это. Да что ж такое, а? Может быть, в меня на ближайшие заброшки кто-нибудь вселится, и я начну исполнять, бегать там, орать по всей заброшке. Я могу. Могу. Но это нечестно будет. Он умоляет не развязывать его и не освобождать, потому что его накажут. Впоследствии он сходит с катушек и начинается самое жуткое. Холодный взгляд пленника пробирает до дрожи. Что-то переклинило в его голове. Он начинает кричать, крушить все, что возле него, и бросается на парней. Все, я понял. Нет, это все-таки с Питера, по ходу дела. Успокоившись немного, он призывает их убираться отсюда, а то он вернется. Кто именно он, не уточнял. После чего закованный мужчина вновь начинает агрессивно и неадекватно себя вести. Блогеры-исследователи не... Слушайте, он мне кое-кого напоминает. Я еще, знаешь, такой думаю, кого же он мне, блядь, напоминает? Мне кажется, я понял. Тоже есть один человек, вот он то знаете, добрый и очень хороший такой, знаете, товарищ. Да, а бывает, знаете, как будто что-то на него находит, начинается пена жесточайшая пена. Всем сразу бан, блядь.
Всем. Медленно оттуда выбежали и вызвали службу спасения. Кто держал насильно бедолагу в этом месте и издевался, неизвестно, или скрытая информация. Не, ну я не верю, но он бы убежал бы. Какая пустыня? Это какое-то здание. Может, может быть, и в пустыне тогда. Почему так одеты? Да не, постанова, я думаю. Ребят, первый, я думаю, фэк. Фэк первое. Вы как думаете? Я думаю, первый фэк. Это событие останется в вашей памяти надолго, после того, как вы его посмотрите. Смотри, он, кстати, все какие татухи сделал. Я почему-то не обращал внимания. Честно, давно ты сделал? Ля, какая сова. Подозрительная сова какая-то. Смотри, глаз один прищурил. Прикольно. Чисто я, когда после марафона проснулся, когда меня какой-нибудь чмо очередной разбудило из банка, вам кредит не нужен, когда вот 3 часа поспал, вот такое же вот у меня вот физиономия, вот один в один. Смотрите. Смотрим. Что бы вы сделали, Так, второй сюжет, первый фэк. если бы услышали эти звуки ужаса в своем районе? В смысле, у меня каждую субботу, у меня ночной клуб под окнами. Чего мне, что бы я сделал? Ничего, я человек простой. Сразу в 102 набираю, говорю, здравствуйте. Они говорят, Алексей Михайлович, я говорю, так точно. Они говорят, нарядик, я говорю, лучше 2. Я человек простой, ребят. Орут ночью, сразу, алло. Алло, алло, какие вести? Тара-та-тара-та-та-та. Раз, Росгвардия приезжает, все тихо на улице сразу. Все, тишина, спокойствие. Пожалуйста, вот один в один, такие же. Это событие запечатлела камера на дверном звонке в районе Лейм. Нихера себе там полиция приехала. Ой, мне рассказывали вот в этих вот в USA, как оно, United States of America, Америка. Вот, приезжает сразу все, кому не лень. Сразу приезжает 150 машин. Можно заорать на улице, потом, блядь, не расплатиться с ними со всеми. Страшно, очень страшно. Сразу говорят, приезжают, там вообще шутить не любят ребята. На самом деле, вот, мне кажется, молодцы. Сразу прям все... Как эти в американских фильмах вот эти вот сразу там пол штата приезжает. Очень страшно. Эймор Парк в Лос-Анджелесе в 2019 году. На кадрах видно, как мимо проезжает машина, и из машины слышны крики умоляющей женщины о помощи всех в районе. После того, как было сообщение о возможном ограблении, эта запись дверного звонка побудила к расследованию инцидента. Сотрудники полицейского управления сказали, что полиция приехала... Да не, ну там найдут быстро, вы что, это если тем более, там же камеры по-любому тоже на улицах стоят, там моментально задержат. Приехавшая на вызов. Ну, кстати, это возможно, ребят, это реально возможно. Угу. Даже с других штатов, вот ребят в чате пишут, приезжают для помощи, ничего себе. Да, а у нас, блядь, в квартире газ. У нас, алло, там знаешь, чего говорят? Ну вы живы? Ну да. Ну, как это, тогда позвоните. Пип-пип-пип, блядь. Осуждаю. Сначала не нашла никаких доказательств похищения. Тем не менее, эти тревожные кадры, кажется, указывают на это. Женщина плачет и кричит, чтобы кто-нибудь... Не, ну может быть, да, кто-нибудь в машину затащил. Вот это, скорее всего, не фейк. Это не фейк, это, ну, возможно, там кого-нибудь затащили в машину, увезли. Может быть такое. Девочки, ходите по улицам аккуратнее. Быдла очень много. Быдла, понимаешь? Быдла. Ездят, клеются ко всем подряд. Если что, сразу этот баллончик перцовый. Сразу прям. Человек только подходит, сразу. Ца! Даже если время подошел спросить. Не, ну я пошутил, если что. Сначала надо выслушать. Мало ли что. Если только руки свои шаловливые кто-нибудь тянет, сразу... Смотри, скажи, смотри, прикол. Помог, неоднократно умоляя более полуминуты. Машина проезжает мимо камеры в 23:00, когда хозяйка дома вышла посмотреть, что происходит. Она также утверждает, что слышала еще мужской голос, говорящий «извините». На снимке... Слушай, а мне стало интересно, мне просто интересно, вот как, ну, вот культура разных стран, еще что-то, вот как вот работает, допустим, там, ну, у них не полиция, у них как-нибудь по-другому, наверное, называется. А вот смотри, если ты вызвал, напишите в комментариях, может, кто знает, может, кто живет у нас с USA, у нас, между прочим, есть люди. А вот смотри, я вызвал, да, сотрудников, и не открываю дверь, спать лег. Че, они будут стучать до талого, дверь мне вышибут? Или нет? Или уедут?
Вот интересно. Слушай, мне кажется, они вышибут дверь. Если я вызываю, говорю, слушайте, у меня тут кипиш какой-то творится, и все, и лег спать. Слушай, они, наверное, зайдут. Они, мне кажется, минус дверь будет. Там строго, да-да-да, там с этим очень строго все. Мало ли, может, это. Я тоже думаю, выбьют, да. Он Будет open up FBI, сука. дергал за волосы девушку на пассажирском сидении. Автомобиль выехал из района с открытым багажником. Расследование о похищении после этого видео проходило, но не принесло никаких результатов. Вы когда-нибудь Не, ну это не фейк, это может реально кого-нибудь увезли. сталкивались с видео, в котором вы не понимаете, что происходит, но как-то все равно по-настоящему жутко? Сталкивался, совсем недавно сталкивался с таким видео, я же его и снял. Рассказываю. Все, кто не смотрели то, как я ездил на американские горки в город Санкт-Петербург, рекомендую всем посмотреть. Мне очень понравилось, очень понравилось. Я, если честно, больше не хочу туда ехать, в этот, как его, Диво остров. Не хочу и не буду, не поеду. Кстати, у нас челлендж до сих пор лежит. Там, по-моему, 100 тысяч лайков, и я поеду. Да, я могу. Но сразу говорю, что это будет моя последняя поездка вообще куда-либо, потому что лучше я в скайпарке прыгну и все, и отмучаюсь, а там она крутится, еще вниз башкой крутишься. Страшно, очень страшно. Очень мне не хочу я на такие аттракционы ехать, а надо. Понимаю, что надо. Это видео было распространено в индонезийском интернет-сообществе без какого-либо контекста. Судя по всему, оно было снято с крыльца дома. По ступенькам крыльца поднимается неизвестный, одетый как клоун, тащит мешок, а в нем лежит то, что я никак по правилам Ютуба не могу не то что вам показать, даже сказать, что именно там не могу. Это на полном серьезе. То, что там, это ужасно. В мешке, вероятно, то, после чего этого клоуна-маньяка будут разыскивать весь город. Похоже, он пытается отправить какое-то сообщение владельцам этого дома, или, возможно, разыгрывает Ни хрена себе смс-ка пришла. домовладельцев. Он оставил мешок и постучал в дверь, и неспешно ушел из виду. Зрители в соцсетях были напуганы данным происшествием и начали задаваться... Я вам рассказываю. Если я, конечно, тоже не ошибаюсь, вот в этих USA, в United States of America, если я не ошибаюсь, там у каждого практически дома что за дверкой стоит? Или на стеночке, или в сейфе? Что? Правильно. Там лежит М4А1С. Да, взял, вот аккуратненько, двери у них у всех картонные, аккуратненько, он тебе в дверочку позвонил, ты говоришь, кто там? Подойдите поближе, я не слышу. Да, он только подошел, просто туда всю разрядил и все. И вызвал потом. Да, его в этот же мешок и запакуют и увезут. А нечего пугать, понимаешь? Может, я там, я не знаю, может, у меня пати какой-нибудь, и может, я пугливый. Кто этот клоун и какую цель он преследовал. Дабы увидеть полное оригинальное видео без замыливания кадра и с более детальными подробностями, переходите в мой телеграм-канал Чизоид. Ага. Не кликбейт найдете в ленте за 16 ноября, сразу после выхода этого видео. А также, раз перешли в телеграм-канал Чизоид, подпишитесь и посмотрите... Я подписан, кстати. Да, а еще я подписан, знаешь, на какой телеграм-канал? О! Совершенно случайно вверху остался. А там! Там вообще, да. Эксклюзивные мои авторские ролики, которые не выходят в Ютубе по множеству причин. От моих личных жутких приключений до видео, которые блокируют Ютуб. Личное жуткое приключение у меня совсем недавно было, когда я пошел в МФЦ. Это было незабываемое приключение, больше я туда не пойду, потому что там злые бабушки, которые, знаешь, чего мне говорят? Нам на эту вашу электронную очередь, нам вообще... Да, вот именно так мне и сказали. И я сидел там 2 часа, потому что они, знаешь, чего сказали? Сейчас еще один шаг сделаешь к стеклянной этой будке, и мы тебя просто съедим, блядь, глаз тебе высосим. Я говорю, извините, пожалуйста, бабушки. И не пошел. Очень страшно было, очень. Там одна такая сидела, там прям сразу видно авторитетная. Очень страшно. Ссылка на экране и в описании, а мы продолжаем. И противно, и пугающе. Вопрос. А я им, главное, знаешь, что, Маш, говорю? Я говорю, я по записи. Они говорят, и на запись твою, похуй. И на тебя, похуй. И вообще на всю электронную очередь нам вообще похую. Вот такого вот
раскатать. Понял? Я говорю, я понял, извините. Они говорят, извинись еще раз, и тогда все будет хорошо. Что растет или расположено у этой дамы на лбу? Смотрите. Совершенно случайно я обнаружил это жуткое видео в самых темных и неизвестных уголках интернета, и мне нужно было узнать подробности о происходящем. На арабоязычном сайте я обнаружил, что первоначальным источником был заблокированный арабский TikTok аккаунт. На видео видно, как женщина отчаянно плачет, когда из ее лба высовывается маленькое личико демона, похожее на детское. Тем временем кто-то совершает над ней благословение. Я не знаю, как объяснить это. Либо у этой женщины неудачное расположение глубоких ямочек на лбу, которые при определенном освещении выглядят как лицо, Крипово. либо в ней действительно сидит демон. Если все это происходит в реальности, у меня нет слов. Страшилка, вот это уже Два стрёмно. парня из Китая исследовали заброшенный театр. Жрали летучих мышей. Потом весь мир сидел на карантине. Хватит жрать их, еще раз повторяю. Исследовали они. Прекратите. Сидите дома там. Дайте нам год, я говорю, пожить спокойно. То, что с ними произошло, ни в одном хоррор-фильме не увидите. Самое главное, что все это может быть реальностью. Автор этого видео Вот он, слева направо. Весь состав BTS. по имени Сяо Лонг и его друг Сяо Шин исследуют старый театр в Северном Китае, который заброшенный как минимум 40 лет. Двое друзей находят старые проекторы и киноскопы, относящиеся к 1980 годам. Непонятно, почему Большой театр был заброшенный, и такое дорогое коллекционное оборудование не забрали владельцы или не разворовали вандалы. Пока они исследуют жуткое здание, парни пытаются поднять себе настроение и постоянно шутят. 那个鱼你吗？车车说是吧 Are you woman?？Are you ready？ We are here. Ребята в шутку говорят на английском, призывая какого-то женского духа. Но после веселья и игр все становится намного мрачнее. Когда они поднимаются на сцену, что-то странное начало происходить, что-то ужасное. Чего? 封闭似的，怪不得他妈是老他妈那啥了。哎哎哎！哎，我这是啥呀？我操你妈是影吗？滚你妈逼！别吵！我操，没了！哎，我操！我操你妈！我操！ Что-то для человека, по-моему, слишком высокий рост, нет?啊！耶！我操你！啊！三儿！我操你妈！ Две загадочные необъяснимые фигуры появляются прямо за экраном театра. Когда они бегут проверить, что там сзади, там никого Склейки нет. Если даже постанова, то очень неплохо сделано. нет, но тени по-прежнему еще проявляются. Сложно придать этому логичное объяснение, что только что они увидели. А потом идут дела еще хуже и хуже. Чего? 我操！是我们俩，我听得懂了。后边反光，那反光，不对，那不可能是咱俩。啊！我操！啊！我操！我操！啊！我老学你们！我操你妈！我操你妈！Не, ну я бы подобосрался знатно, базару ноль. 我操！我去！操你妈！
Окно, дверь где-нибудь от ветра. Если бы такое реально было, крипово. Крипово. Базару ноль. 我操你妈！ 我操你妈！不行了！我操你妈！龙哥，别鸡巴去了！怎么？过来！我外面去了！过来！我操！ Весь передний ряд кресел в театре переворачивается самостоятельно, а затем дверь театра закрывается. Сразу же двое друзей начинают эмоционально кричать и ругаться, а затем в диком ужасе начинают убегать. Двери Весь передний ряд сидушек? А как они так, как это возможно было сделать? Механизм, если только какой-то делать. Там много сидений, они реально перевернулись. перед ними постоянно закрывали, как будто что-то не хотело их выпускать из здания. Бледная фигура, кажется, наблюдает за ними из маленького театрального окна на 3-м этаже. Они поднимаются по лестнице, но... Ветер разом все сидушки на одном ряду опустил. Там сидушек 40, наверное. Но таинственное привидение исчезло. Вернувшись вниз к зоне отдыха, ребята начинают психовать и призывать призрака, чтобы он показался, называя его трусом. Небольшое ведро, лежащее на полу, кажется, двигается само по себе, так что парни начинают в истерике пинать это ведро вновь и вновь, но вскоре стало все еще хуже. Пять, 4, 3, 2, 1. Блять, на монтаж не похоже. Бля, камера просто топовая. Шел 2158 год. До сих пор у китайцев камер нет. Да что ж такое, а? А где это? Xiaomi, чи не Xiaomi? Хоть в остальной части здания, похоже, нет электричества, но в главной его части внезапно включается сам по себе свет. За счет этого света проступили не менее 6 темных фигур, сидящие на стульях и смотрящие прямо на сцену, на парней. Свет вновь выключается, и ребята еще в большем ужасе начинают убегать. Что думаете обо всем этом? Пишите в комментариях под видео. Это видео... Слушайте, ну если это фейк, то неплохо сделан. Но подобосраться можно конкретно. Если бы он там еще один был, то это вообще добрый вечер. Обязательно вызовет у вас невероятный ужас и даже фобию. Мужчина по имени Джиди рассказывает об этой ситуации. Его дочь почувствовала дискомфорт после того, как надела обувь. Вскоре вообще девочка перестала чувствовать ногу, и она онемела. Вытащив ногу из кроссовка, вот что они обнаружили внутри. Ну чего там, давай? Very stubborn. Oh, there you can see some feet. There you go. That is why Kaliska.
was not happy about what was in her shoe. Паук подло залез в кроссовок и укусил девочку, когда та обулась. Девочку Нихера себе, плюс фобия просто. отвезли в больницу, и Ёб твою мать. Не, ну это не фейк. все хорошо. Но фобия, не знаю, как у девочки и у ее отца, но я теперь буду с подозрением всегда надевать свою обувь. Команда исследователей заброшенных зданий путешествовали по Юго-Восточной Азии в поисках чего-то очень страшного и необъяснимого. Им это удалось. Действительно удалось. Плюс фобия В реально. этом фрагменте видео они исследуют старую заброшенную усадьбу. Местные жители говорят, что в этом районе много призраков и других сверхъестественных существ. В частности, говорят, что в одной лачуге происходит большая часть странных явлений. Команда отправляется на осмотр. Вот он. Окружающие джунгли густые и заросшие. Хотя местность явно заброшенная и жуткая, поначалу ничего особо странного не происходит. Ничего не предвещало беды, как в этом, в анекдоте. Команда решает установить какой-то значимый для них алтарь. Вероятно, они преподносят прошение ближайшим к ним духам, которые, возможно, присутствуют возле них. Похоже, все сработало. Я зашел тогда на последнюю заброшечку. Я зашел в этот, блядь, предбанник, вы помните, да, кто смотрел? Вот тогда-то я реально подохерел просто. Там я не знаю, кого там вызывали, кому там какие приношения, блядь, не приношения. Я зашел, там такое ощущение, я как, блядь, не знаю, в этот попал. Там не то, что сатану вызывали, там я не знаю, что там делали. Просто там все стены, ёпта, исписаны, там весь пол, все стены, там эти пентаграммы, еще что-то. Осуждаю, страшно, очень страшно. Ведь их исследование перерастает в настоящий ужас. แต่ตอนนี้เราก็เลยต้องรอแป๊บหนึ่งว่าจะเกิดเห็นผลไหมซึ่งตอนนี้ Смотрим за этим в замедленной съемке. Темная фигура ползет по стене вверх и уходит на крышу. Вы можете услышать какие-то глухие звуки, доносящиеся с крыши. Команда начинает убегать в безопасное место и пытается разобраться в том, что только что произошло. Они оглядываются назад, но, к счастью для них, существа не видно. Так оказывается, местные слухи правдивы, и эта лачуга является домом для чего-то паранормального. Взгляните на это еще раз и напишите ваши предположения в комментариях. Что это такое? Знаешь, что меня настораживает? То, что от этого еще и тень есть. У меня только одна догадка. Обычный день. Отдых семьи у бассейна. Все это заканчивается чем-то зловещим. Видео было загружено в соцсети в 2018 году. Мы видим то, что кажется поначалу обычным семейным времяпровождением у бассейна. Вы, наверное, даже не заметили, что тут кое-что странное происходит. Что? Смотрите внимательно. Данное происшествие заставит мурашки бегать по вашему телу. На 8 секунде. Ты видел, кого сфоткали не так давно опять? Ёпта, ну там прям вообще прям сфоткали. Этот, как его? В озере-то эта шляпа, которую все ищут, там 150 тысяч миллионов лет, этот плезиозавр, чи кто? Ты видел в интернете выкатили? Как его? Видел, да? Этот, Несси, чи не Несси, как его? Этот, лохнесское чудовище. Ты видел его, сфоткали как? Там прям со спутника уже все, уже сказали, что это 100%. Типа все, Габелла. Там просто прям снимок уже. И там сейчас все гадают, это вообще правда, неправда, ну там слишком прям уже, ну, там практически в упор камера сфоткала. Такая бандурина, там просто забей. Покажи, ну мне надо искать это в интернетах. Я увидел, у меня глаза на лоб вылезли.
Там, понимаешь, там не то, что там издалека какой-то там холмик над водой. Там под водой сфоткали. Пока надо искать. Давайте в телеграм-канал выложу, я найду эту. Hard Insight я выложу. Я обещаю, сейчас вот после стрима найду, выложу. Знаешь, там страшилка какая? Там прям реально, как будто этот плезиозавр, вот этот вот с ластами, все дела. Но он не нападал, ничего, но он прям в упор, там прям морда, прям все прям видно. Я говорю, что-то у нас, по ходу дела, концовка года какая-то очень веселая будет. Это не байт, я серьезно говорю, я тебе выложу, покажу, и там прям пост есть целый, где со снимок прям со спутника прям вот такая вот шляпа плывет. Все, я покажу, выложу, хорошо. Подписывайся, я тебе сегодня выложу. Все. В секунде в видео отец поднимает сына на Удалять не буду, там кто позже будет смотреть, тоже посмотрите. край бассейна. Обратите внимание на левую ногу мальчика. Из ниоткуда появляется третья рука, помогая поднять мальчика. Рука исчезает, и кажется, что поблизости никого нет. Чья это рука? И куда пропал владелец руки? Да его в принципе и нет. Может быть, кто-то умер в бассейне и стал призраком? Чего? Думаю, никогда этого мы не узнаем. Что вы делаете, когда ваш +8, ёпта. лучший друг отправился в путешествие и пропал без вести? Я не парюсь никогда, зомби-чес, за то, что мой лучший друг куда-то отправился в путешествие. Знаешь почему? Потому что он всегда дома сидит, в компьютер играет. Он стримит, он никуда не отправляется. Он максимум до магазина ходит, и то в дневное время суток. Нет. Он не может пропасть, я ему тем более звоню каждый день, чтобы он не пропал, не дай бог. Идете в это место и пытаетесь найти его как минимум, да? Эта история опубликована на сайте Reddit и сопровождающая ее видеороликом. Сейчас от этой тряски начнется непроизвольное извержение во все стороны. Все это не даст вам уснуть ночью. По словам автора по имени Адус, его друг пропал. 8 лет они очень близко дружат, общаются. Какое совпадение! Я взлетаю, как ракета, передо мной вся планета. Надо позвонить, спросить, все ли в порядке. Играют в компьютерные игры вместе. Слушай, надо набрать. Надо набрать. Все сходится. Надо позвонить. Завтра прозвон надо сделать, потому что я начинаю переживать. Оба считали себя неудачниками, а вот Нет, это уже не про нас. сайдеры. Там максимально удачно. Адриан, тот друг, который пропал, поначалу казался безобидным, но за месяц до этого поста он начал проявлять себя и казался совершенно другим человеком. Во-во-во-во-во, вот это уже схоже. Он постоянно настаивал на том, что в проклятом лесу возле его дома происходят странные вещи. За 2 недели до этого поста на Reddit Ну почти, там, знаешь, как говорится, что в проклятом компе, на проклятой платформе, не буду говорить какой, происходят очень странные вещи, потому что она не продвигает стрим и не дает развития. Очень схоже, очень схоже. Адриан пропал без вести. Он удалил свои учетные записи во всех соцсетях, а последние 2 сообщения, которые удалось сохранить перед его исчезновением, были той же чепухой, которую он унес в течение нескольких недель. Он исчез из сети, за исключением одного момента – его видео на ютубе. В этом аккаунте начали появляться видеоролики. Первое – это видео, снятое Адрианом во время прогулки по лесу при дневном свете. В этом клипе не происходит ничего необычного. Второе, более тревожное – ночной лес. Он идет по лестнице. Лестница ведет вниз в комнату с ржавыми красными контейнерами. Внутри этого контейнера направлена камера. Контейнер выглядит как ванная. Затем кадр возвращается в темноту, и в поле зрения остается только край стены. Следующие 2 видео все изменят, заставив Адуса побеспокоиться об друге Адриане. Адриан ползет по канализации, через некоторое время заходит в тупик. 4-е видео только статичное. Ближе к концу вы едва можете разглядеть 2 человек, идущих в темноте. Один из них ведет съемку. Адус предполагает, что это Адриан. Звук из последнего опубликованного видео звучит как азбука Морзе. Наряду со звуками на красном экране появляются цифры, буквы и символы, написанные от руки.
Адус говорит, что он и еще один общий друг Луи планируют отправиться на поиски этого места и расследовать странное происшествие. Также удалось расшифровать код Морзе Ривер Квай. Это река в Таиланде. Тайна исчезновения Адрина остается тайной. Помянем. Вам знакомо это чувство, будто за вами следят в собственном доме? Автор данного видео утверждает, что демоническая активность в его доме повторяется каждые 3-4 дня. Он пишет: «Тень демона была возле моей кровати, когда я проснулся. Вероятно, наблюдала за моей собакой и мной в течение 8-9 минут, а затем убежала в коридор. Я поймал черную прозрачную массу, материализовавшуюся у двери и движущуюся к моей спальне, а затем в нижней правой части видео вы можете увидеть, как оно уходит, в результате чего автор и его собака заметно потрясены произошедшим. Видео действительно показывает теневую фигуру, которая материализуется на стене. Демон, призрак или просто пугающий постановочный ролик, неясно. Что думаете?» Если честно, больше картина на стене пугает. Можно ночью зайти, маленько подобосраться, прям конкретно. Но это шляпа какая-то. Если вы хотите видеть больше подборок невероятных пугающих видеороликов, и в частности вам понравился этот, обязательно поставьте лайк, это очень важно. Подписка на канал, не забудьте также меня порадовать. С вами был Зомби Чеза. Пока. Слушайте, ну, есть вот этот тот момент с кинотеатром. Один момент вот меня немножко, конечно, поразил. Давайте попробуем как-нибудь объяснить, вот как вот сидушки разом упали, вот это, конечно, вопрос. Свет могли включить, тени могли наложить, но вот как сидушечки они так сделали, что целый ряд бахнулся, вот это вот, конечно, вопрос. Потому что видно, что склейки нет. Под вопросом, под вопросом. Страшно, очень страшно, поэтому нехрен ходить в заброшенные кинотеатры. Да, лучше смотреть дома и качать все с торрентов. Та-да-да-та-та-да-да-та-та-та-да-да.